И снова здравствуйте, мы продолжаем наше общение. И сейчас в нашей студии к нам на диалог выйдет замечательный оператор Дмитрий Мишин, который поделится сегодня своим практическим опытом и приоткроет для нас тайны операторского мастерства. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, спасибо. Вот мы уже в Да, чате чуть-чуть начали общаться, подготавливать у наших дорогих участников. Кто-то из них прислал уже работы. По ходу нашего диалога мы, безусловно, будем их вопросы зачитывать. А сейчас, если можно, расскажите о себе чуть поподробнее, чтобы мы с вами так вот познакомились. да, хорошо, спасибо. Ну, могу сказать, что я являюсь кинооператором киноконцерна «Мосфильм». Как я к этой профессии пришел? Ну, во-первых, конечно же, это фотография, потому что снимать на фотокамеру я начал примерно с 6 лет. Меня это очень увлекло. Наверное, конечно же, огромное спасибо моей маме, которая работала режиссером в кино и на телевидении потом. И как бы она прививала с детства мне вот это видение кадра, видение света. То есть она мне рассказывала про восходы и закаты. Мы вместе это смотрели. Конечно же, вот эти все прекрасные отражения в луже, в озере, в воде. Все как бы вот сама профессия оператора – это прежде всего способ видения. Видение окружающего мира, видение вот этого света, который падает утром на подоконник, как он упал, этот свет, какие фактуры при этом появились. То есть, прежде всего, оператор, он видит глазами, затем он те же кадры, тот же свет видит через объектив. Меняя оптику, мы те же самые кадры видим в разной крупности. Потом в голове своей пытаемся эти кадры соединить. Поэтому, конечно же, прежде всего в профессии оператора нужно развивать способность видения окружающего мира и того света, тот свет, который нам дает природа. И обязательное условие, как бы, это вот это природное ощущение композиции кадра. Потому что, конечно же, первично была живопись, потом появилось кино, живопись, потом появилась фотография, потом кино и телевидение. Композицию кадра мы принимаем и пытаемся ее почувствовать от художников. Это пейзажисты, портретисты, натюрморты. И когда мы учимся, то мы стараемся повторить тот свет, который видит художник, ту композицию кадра. Это очень важный момент. Вот, поэтому, более того, могу сказать, что, вот, скажем, ощущение композиции кадра – это такой очень сложный момент, потому что, вот, на мой взгляд, научить чувствовать композицию кадра невозможно. То есть можно объяснить законы, по которым строится композиция. Да? Там правила золотого сечения, правила третей и так далее. Но вот научить ее почувствовать очень сложно. Это как, вот, скажем, в живописи художники. Художником рождается человек. То есть он уже в детстве рисует и очень хорошо. Потом он просто обучается разной технике живописи и становится там портретистом, пейзажистом и так далее. Поэтому в кино, в общем-то, точно так же законы композиции объяснить можно, а вот научить чувствовать ее очень сложно. Вот, поэтому
ведь когда оператор работает, особенно если он, скажем, снимает сцену одним кадром, используя принцип съемки такой, как внутрикадровый монтаж, вот, а это очень мастерски делал великий русский кинооператор Урусевский. Ведь в момент, когда мы одним кадром снимаем сцену целую, и при этом мы получаем в кадре и общий план, и крупный, и средний план, и деталь, и движение камеры. В этот момент оператор про композицию кадра не думает. Она у него получается автоматически, потому что он ее чувствует. Распределение темных, светлых пятен в кадре, как эти пятна взаимодействуют, перемещаются относительно камеры. Поэтому как бы этот такой процесс очень непростой, ну и, конечно же, мы его оттачиваем, когда учимся 5 лет профессии и делаем работы разного уровня, разных направлений, общаясь с мастерами. Ну, вот как бы такой процесс познания профессии, он не быстрый. И, конечно же, повторюсь, что оператор – это прежде всего способ видения. Это не означает, что оператор, он не мыслит, да, то есть если режиссер – это способ мышления и способ видения, оператор – прежде всего способ видения. И, конечно же, оператор является глазами режиссера. Это очень важный момент для того, чтобы был хороший результат вашего совместного творчества. Наверное... Дмитрий, вы уже столько всего сказали, я пытаюсь записать, чтобы ничего не упустить. Вот смотрите, первое, что меня, безусловно, трогает, это то, что оператором, как и художником, не становятся, им рождаются. Да? То есть, получается, нужно обладать определенным талантом, который дает вот это видение, видеть кадр, построение кадра. А вот как проверить? Ну, то есть, действительно, вот ребенок просто первое, что сделал, он встал, пошел, взял камеру и начал видеть этот кадр. Или как я могу, например, вот мне, допустим, мне там 10-12 лет, и я хочу понять, а это мое или нет? То есть, есть у меня этот талант? Вот на что мне обратить внимание или как мне себя попробовать? Ну, вы знаете, тут как бы очень простой способ. Не нужно пробовать, нужно просто как можно раньше взять фотокамеру в руки и каждый день, повторюсь, каждый день снимать, ну, как минимум там по 50, по 100 кадров. И каждый день делать отборку этих кадров, которые тебе по ощущению нравятся, да, то есть, допустим, сделал в день там 50-100 кадров, после этого сел за компьютером, сделал какую-то выборку, из них, вот скажем, 2 кадра, ты сам считаешь, что это шедевры. Там есть эмоции, там есть крупный план, там есть свет красивый. И вот таким образом каждый день, снимая там по 50, там, по 100 кадров, делая выборку, при этом формировать какой-то свой пакет или базу кадров, которые ты считаешь, что они гениальные, да, что это шедевр. После этого как бы нужно обязательно консультироваться с мастером, это может быть оператор, режиссер, который подскажет, что вот это правильно, это неправильно, вот этот кадр нужно как-то скомпоновать иначе. Потом, вот скажем, я всегда студентам первого курса что говорю? Вот поставьте себе цель все фотоработы, которые вы делаете по заданию первого курса, а это пейзаж сельский, городской, индустриальный пейзаж, событийный репортаж, документальный портрет, натюрморт, жанровые какие-то кадры. Вот поставьте себе цель все эти работы снимать в контровом свете. А контровой свет – это вот тот самый свет, который падает
за объектом, то есть он работает со спины объекта. При этом, на мой взгляд, это самый красивый свет, потому что все пейзажи, портреты, жанровые сцены, снятые в контровом свете, они самые выигрышные и красивые. То есть поставить себе цель все работы снимать в контровом свете. И вы после этого почувствуете этот свет, вы поймете, как он работает, и увидите, что при этом все объекты первого плана, второго, третьего плана, они в кадре становятся объемными. Это Контровой, очень... Дмитрий, контровой свет, ну, если, допустим, нет еще осветительского оборудования, что можно использовать? Можно солнце, например, использовать? Солнце, конечно. То есть постараться искать точку съемки для того, чтобы солнце работало в контровой зоне, то есть за объектом. Тут как бы возникает вопрос экспозиции, то есть на цифровых камерах можно проэкспонировать кадр, это имеется в виду выбрать экспопару, то есть выдержка и диафрагма. Можно экспонироваться по светам, то есть на объект может падать какой-то отраженный свет, да, по светам, можно экспонироваться по теням, можно по полутени. Во всех вариантах кадр по светопередаче эти кадры будут разными, да. В одном кадре будет ощущение утра, дня или вечера. То есть как бы это опять же вопрос именно вот работы с контровым светом, когда вдруг ребенок понимает, что у него получилось. То есть один и тот же объект в контровом свете можно снять с тремя экспопарами, делая такую вилку. Скажем, вы выбрали там выдержку 1/100 доля секунды, и при этом сняли, и померив точечным замером через фотокамеру экспозицию, сняли, скажем, с диафрагмой там 4, 3,5, 5,6. И после этого, опять же, вы делаете анализ этих работ, но при этом не нужно делать никакого фотошопа. То есть вы делаете анализ реальных кадров, которые получились. И при этом записываете себе, делая анализ, какие ощущения у вас появились в каждом из кадров. Это очень важный момент именно самоанализа, потому что никто эту работу за вас не сделает никогда. А это вот те самые зернышки, которые нужно набрать для того, чтобы потом выстрелить и стать красивым оператором. Здорово. Да, спасибо. Сейчас вот вы говорите, а я пишу себе оператор-фотограф. То есть оператор, он постоянно снимает 50-100 кадров в день. Он должен видеть композицию, он должен отличать их. Дальше вы говорите, при этом как он должен чувствовать вот это искусство, красоту. То есть он и художник. То есть он должен видеть это все. Чтобы понять, что снять, нужно увидеть эту красоту как художник. А сейчас вы еще добавляете и говорите, что это исследователь. Это тот, кто изучает каждый кадр, сравнивает, что получилось, что поменялось. Я такую диафрагму поставил, сфотографировал, и на такой сфотографировал, сравнил, увидел. То есть ему, оператору, нужно вырасти в этом во всем, правильно? Это же большой путь получается. Это не то, что ты взял камеру, как сейчас телефоны, взял, там уже все настроено, навел, сфотографировал и пошел. Да. То есть это огромный внутренний процесс. Получается, оператор – это тот, кто постоянно в этом совершенствуется, беспрерывно. Правильно я понимаю? У нас, кстати, такой вопрос есть в чате. Сложно ли быть оператором? Сложно. Все дело в том, что, вот скажем, если взять художника или архитектора, то рисунок для этих людей – это основа профессии. И хороший архитектор или художник хотя бы раз в неделю должен найти свободное время, сесть, поставить, значит, доску поставить, наклеить лист ватмана,
закрепить и просто сделать карандашный рисунок, чтобы его глаз, рука это чувствовали постоянно. Точно так же оператор, вот, скажем, мне уже там 56 лет, и я более 30 лет работаю в этой области, но я не расстаюсь с фотокамерой никогда. Она всегда со мной. Более того, пленочная камера, я снимаю на черно-белую фотопленку до сих пор, и сам ее проявляю, и печатаю сам. То есть оператор, ведь он не каждый день за камерой, да. Когда мы снимаем полнометражный фильм, то вот, скажем, у нас там 2-3 месяца подготовка, потом там 2 месяца съемочный период, постпродакшн, и потом какая-то пауза идет. Оператор не должен расставаться с фотокамерой. Я понимаю, что сейчас у всех айфоны, смартфоны, и на самом деле сейчас все фотографы, все операторы, все режиссеры, потому что можно на iPhone, смартфон снять видео, тут же его смонтировать, озвучить и выложить в соцсети. Но профессия оператора – это несколько иное. Вот, поэтому я бы дал совет никогда не расставаться с фотокамерой. И постоянно ее иметь с собой, и постоянно снимать. Причем, более того, вот, скажем, даже уже операторы с опытом, которые сняли не одну картину, что мы делаем постоянно? Ну вот, скажем, я смотрю какой-то фильм, российский, иностранный. В этом фильме, скажем, ночная сцена мне очень понравилась, как ее сделал оператор по свету. Я обязательно сделаю скриншоты этой сцены и в свою копилку положу эти кадры. Точно так же там утренняя сцена, сцена там погони, сцена в автомобиле и так далее. Портрет какой-то, вдруг мне очень понравился портрет по свету, как он был выдержан, по стилю, по соотношению света и тени. Я делаю скриншоты или просто видеофрагмент и на свой жесткий диск в отдельную папку делаю такую копилку. Ночные кадры, портреты, там, утренний свет и так далее. И вот потом, когда начинаешь работать над картиной какой-то, там есть такие же похожие сцены. Я пересматриваю эти скриншоты, делаю себе схему света, именно схему света и по цвету точно так же, и пытаюсь это повторить. И в этом ничего стыдного нет. Это тоже очень хорошая практика для любого оператора. Вот тут я хотел сказать, на самом деле, мне кажется, это очень важно. Вот эти вот, ну, это своего рода такие референсы, да, это вот такие на память для себя собирать, потому что, да, даже увидели кадр, ну, вот как вы говорите, сделали скриншот и попробовать, то там завтра же или тут же вечером, попробовать что-то воплотить. Да. В этом и есть такая ученическая позиция. Вы сказали одну важную вещь, что снимаешь, смотришь, выбираешь лучше, а дальше важно подойти к какому-то мастеру, да, то есть человеку-профессионалу и посоветоваться с ним. И вот тут тоже вопрос. Ну, ладно, допустим, в большом городе, в Москве, в Минске или еще где-нибудь, есть много студий. А если, например, это какой-то провинциальный городок, где есть, вот родился, например, замечательный юный кинематографист, и он хочет в это углубляться, но нет рядом мастера, нет учителя, у которого можно учиться. Что бы вы посоветовали для таких ребят? На самом деле, знаете, я считаю, что на сегодняшний день, имея интернет и соцсети различные, да, можно выйти на любого оператора, режиссера, задать вопрос, и если это нормальный человек, то он ответит. Я вам скажу такую вещь, что вот, в свое время я увидел один фильм, такое странное кино, назывался фильм «Санса». «Санса» – это в переводе с французского как бы такой человек без определенного рода деятельности, он непонятно где живет,
что делает, но это не бомж. Вот. Этот фильм снял режиссер, фамилия его Зигфрид. Очень странное кино. Там весь фильм ручная камера, она трясется, камера бегает, там нарушены законы монтажа, вообще как бы все нарушено. И многие, когда этот фильм смотрят, то у кого-то возникает такое чувство отторжения, потому что все, что можно, в нем неправильно в этом фильме. Но сам Зигфрид, он композитор. Он же как бы и режиссер этого фильма, и композитор. И это его первое кино. У него был абсолютно профессиональный оператор, который нарушал общепринятые законы, зная их в совершенстве. И делал это достаточно органично. И вот в этом фильме мне понравился там один прием, который был придуман режиссером и оператором. Я через соцсети нашел Зигфрида, мы с ним списались, пообщались. Я вышел на оператора, мы точно так же пообщались. Я спросил, как он это сделал, и потом в своем фильме использовал такой же прием. То есть было бы желание. То есть я это сделал, когда мне было 45 лет. Было желание, потому что на сегодняшний день можно найти любого оператора, режиссера и хотя бы попытаться с ними пообщаться. Я уверен, что они всегда расскажут, помогут и подскажут. Вот, поэтому где бы ни жил оператор, интернет сейчас есть почти везде, наверное. Спасибо вам большое за этот личностный такой пример, Да? вот эту историю, потому что действительно благодаря интернету у нас есть возможность связаться с каждым. Поэтому, дорогие молодые кинопроизводители, молодые операторы, если вдруг вы понимаете, что вы действительно хотите в этом совершенствоваться, не бойтесь, спрашивайте, и обязательно найдутся те, кто готов будет вам помочь. Вот, если в вашем городе вдруг нет таких людей, то, как по совету Дмитрия, можно пойти в интернет. Более того, у меня есть скайп, у меня есть там почта. Пожалуйста, можно ребятам сам Дмитрий предлагает вам свою помощь. Пожалуйста, пишите. Не вопрос, да. Класс, спасибо вам, Дмитрий, большое. Это огромная ценность, когда действительно профессионалы могут протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Мы сейчас, кстати, вот тоже такой вопрос задали. Нет, его чуть позже. Мы немножко раньше был вопрос, я его прочитаю. Мы говорили об этом, о таланте, да. Что сделать, если, например, у человека нет таланта, но он очень хочет этим заниматься? Может ли он стать оператором или ему лучше даже не пробовать? Я так понимаю, здесь, соответственно, сразу напрашивается вывод, ну, все-таки вот как-то понять, есть у меня талант или нет. Потому что, ну, может быть, на данный момент я не чувствую это. Вы знаете, это, пожалуй, самый сложный вопрос в всей моей жизни, потому что как бы я попробую ответить на этот вопрос, опять же, примером. Вот, скажем, приходят студенты на первый курс, да, вот они участвуют в собеседовании, показывают комплект своих фоторабот, комиссия сидит, делает какую-то отборку работ, задаются какие-то вопросы. Допустим, принимается студент на учебу. Вот 5 лет он учится. На мой взгляд, для того, чтобы получить профессию оператора, нужно учиться максимум 3 года. То есть это по принципу европейских и американских киношкол. Там учатся либо 2 года, либо 3 года. То есть вы получаете ремесло. Вот это очень важный момент, да, когда мы получаем ремесло. А вот когда это ремесло превращается в творчество, это уже следующий этап. Так вот, ремесло могут получить все операторы, которые хотят ими стать. Более того, скажем, в процессе обучения, там, первый курс, присматриваемся, да, какие там фотоработы, они делают там свой первый фильм-портрет. Потом второй курс, у них идут этюды по киноосвещению, это этюд по киноосвещению, эффект
свечи, настольные лампы, эффект люстры, эффект, когда актер входит в комнату ночью и включает свет, то есть с появлением живого света. Вот. И третий курс, когда они снимают свое первое кино, короткометражный фильм. Это может быть игровой фильм или документальный. И вот в конце третьего курса все мы, мастера и преподаватели, мы понимаем, кто ремесло освоил, а кто не очень. И тут как бы такой вопрос, такая дилемма, что ли, да? После окончания института все студенты, которые учились, они могут работать операторами, но в разных областях. То есть новости на телеканале снимать будут все. Композицию кадра, как сделать новостейный сюжет, это 100% будут делать все. Сериалы телевизионные снимать будет, наверное, 80%, так это точно. Игровое кино и рекламу это, наверное, 30%. Вот примерно вот такие цифры. Причем эти цифры, как статистика, это по всем творческим вузам. Но и, наверное, правильно, потому что 100% не бывает никогда. Это естественный отбор, но на самом деле на сегодняшний день как бы с появлением цифровых технологий вот это разделение кинооператор, телеоператор, оно постепенно стирается, потому что на сегодня и телевизионный оператор, взяв в руки камеру для электронного кинематографа, там, Red или Arri Alexa, может снять полнометражный фильм и принять участие в фестивалях, иметь театральный прокат фильма и так далее. То, чего нельзя было сделать раньше, когда было такое жесткое разделение кинооператор и телеоператор. Сейчас как бы стало чуть-чуть проще, и с появлением цифры возможность реализовываться появилась 100% у всех. Даже тот же iPhone, используя оптику для iPhone и аноморфотные насадки, можно получать достойное изображение и снять полнометражный фильм. Поэтому самое главное, чтобы было желание. Вот, мне хотелось, да, тоже об этом, я благодарю, что вы это сами осветили так очень подробно, что талант это, не знаю, это не что-то такое, что тебе на голову падает там с детства или Нет. еще когда-нибудь и все. Талант на самом деле это труд, то есть это труд, этот талант в себе нужно взрастить. И для этого нужно желание, вдохновение, целеустремленность. Поэтому, друзья, если у вас есть эти три пункта, да, вот эта целеустремленность, вдохновение, то есть вы реально горите этим. Да, вы еще не умеете технически видеть эти кадры, может быть, как-то их правильно визуализировать, идеи свои. Вот у вас в голове есть какая-то идея, вы не можете как-то ее через камеру выразить. Но если вы будете продолжать учиться и каждый день снимать минимум 50-100 кадров, я пометил себе, каждый день 50-100 кадров, это всего лишь время, когда вы станете очень хорошим оператором. Главное, чтобы это вас наполняло. И вы из этих 100 кадров видели один, например, но он реально вас вдохновлял. Конечно, и такой момент еще, что, опять же, нужно понимать, что пока мы учимся, мы получаем ремесло. Ремесло в любой профессии. Режиссер, оператор. Мы получаем ремесло. А вот уже следующий этап – это ремесло превратить в творчество. Это второй этап. Поэтому, да. Спасибо большое. Тут у нас еще один есть такой вопрос. Елена спрашивает, можно больше рассказать об акцентах на ракурсах и планах, особенно в молодежных телепрограммах? И еще как можно применять нестандартную съемку, те же ракурсы, например, во время съемки ведущих. Я думаю, это очень созвучно с тем, что вы говорили вот про этот фильм, да, когда оператор осознанно нарушал какие-то законы операторского мастерства, и то есть как это можно все использовать. И действительно ли это нарушение или, может быть, это творческое видение? Ну, вы знаете, по поводу крупности планов и точек
съемки. Значит, если исходить из ремесла оператора, режиссера, то мы имеем там, не знаю, 5-6 стандартных крупностей планов. Да? У нас есть общий план, есть еще такое понятие дальний план. То есть общий план, то есть дальний план, он общее, чем общий план. Да? То есть дальний план, общий план, средний план, там мы имеем две крупности. Это чуть ниже колен и поясной план. Да? Средний план, потом идет крупный план, и сверхкрупный план. Также в крупном плане американцы еще подчеркивают как бы такой по-галстучный план, то есть tight shot, то есть вот по узелок галстука. По поводу крупности планов и композиции кадра. Тут одно золотое правило. Оператор не имеет права и не может резать объект по суставам. То есть крупный план, который вот нижняя рамка кадра строго по коленкам идет. Нет, либо выше колен, либо ниже. То же самое. Крупный план, когда мы показываем, то мы не должны резать по локтевому суставу. Никогда. Либо выше, либо ниже. То же самое. Кисти рук. Никогда мы их не обрезаем при композиции кадра. То есть мы не режем объект по суставам, компонуя кадр. Это очень важный момент. Вот. Что касаемо крупного плана, когда сейчас как бы все стараются там лоб резать даже на среднем плане. На самом деле лоб мы режем только на суперкрупном плане. И при этом мы никогда не делаем так, чтобы подбородок прилипал к нижней рамке кадра. То есть вот лоб режем и от подбородка оставляем какое-то место. Ну и сверхкрупный – это пара глаз. Тут как бы понятно. Вот. По поводу, опять же, изменения крупности, когда мы делаем телевизионную какую-то передачу или телеведущий у нас сидит в кадре, значит, тут как бы принцип один, такой же, как и в кино. Вот есть у нас оптика, которую мы используем, и есть какие-то стандартные фокусные расстояния объективов. Ну, скажем, там 25 миллиметров, 32, 50, 85, 100, 135 и так далее. Так вот, если вы сняли первый кадр с объективом 25 миллиметров, да, то следующий кадр, который будет монтироваться прямой склейкой с этим первым кадром, должен идти через фокус. То есть вот 25 миллиметров, первая крупность. Потом, если вы снимете 50, вторую крупность, то эти две крупности очень плохо монтируются. То есть 25 и следующая крупность, скажем, 85. Да? Идеально монтируется, идеальная склейка будет. То есть как бы мы снимаем крупности планов, используя оптику, и монтируем это через фокус. То есть 25, 50 пропускаем, 85. Вот эти два кадра смонтируются изумительно. И потом, скажем, бытует такое мнение, что нужно вот обязательно монтировать таким образом, там, общий, средний, крупный. Считаю, что монтировать можно общий, крупный. Причем мы это можем видеть во всех фильмах, и американское кино, и наше кино, там, допустим, там какой-то боевик, когда мы видим там крупный план, там, я не знаю, нашего героя на какой-нибудь заброшенной фабрике с пистолетом там или как-то еще. И после этого идет супер общий план этого заброшенного завода, там, где пошла там какая-то перестрелка. Поэтому, да, можно монтировать по схеме общий, средний, крупный, можно от этого уходить. Причем
Причем, опять же, вот чем больше разница в крупности при прямой склейке, тем эта склейка получается эмоциональнее. Эмоциональнее. Вот. Хотя в процессе учебы, конечно же, я прошу от студентов, чтобы они снимали по ремеслу, там, общий, средний, крупный, делали такой монтаж простой, потом сложнее. Но, опять же, как бы считаю, что тут какого-то такого жесткого правила нет, но есть жесткое правило. Одно – это на телевидении, когда мы, показывая телеведущего, диктора или журналиста в кадре при съемке стендапа, мы должны понимать, что для телевидения мы должны обеспечить безопасную крупность плана, а это как бы вот максимум вот так как-то, да. То есть когда оператор, так как он работает один и у него нет ассистента по фокусу, когда объект двигается с тем, чтобы оператор не потерял резкость в какой-то момент. Поэтому вот это жесткое правило безопасная крупность, это присутствует, и это оператор обязан выполнять при съемке, при работе на телевизионных каналах. Вот. Да, спасибо, Дмитрий. Я сам тут все записываю, потому что я не оператор, но приходится снимать, особенно когда с ребятами мы что-то делаем, и я для себя все помечаю. Вот эти важные моменты. Спасибо большое, что вы так щедро ими делитесь. Вопросов много, я стараюсь их все отслеживать, то есть так активно у нас в чате. У меня тут тоже есть определенные вопросы. Например, вы сказали, на мой взгляд, одну из важных вещей, которые хочется, чтобы будущие операторы вот как бы понимали. Вы сказали, оператор – это даже не только оператор, чтобы сами режиссеры это понимали. Вы сказали, оператор – это глаза режиссера. Да. Вот можете раскрыть это понимание глубже? Как это на практике? Давайте попробую. Ну, понимаете, какая вот история? Когда у меня спрашивают, а как вы считаете, кто снимает кино? Угу. Я даю однозначный ответ, что кино снимает режиссер. Угу. Почему? Потому что, ну, во-первых, потому что режиссер за все отвечает. Режиссер пытается реализовать свою идею и свои фантазии в видении того или иного кадра. Понятное дело, да, и опять же, снимает режиссер, а, скажем, как я как оператор, это первая производная от режиссера, а режиссер – это функция, конечно же, функция. Вот. И я пытаюсь, прежде всего, понять то, что хочет увидеть режиссер. Это для меня очень важно, потому что вот очень часто было так, что вот, скажем, режиссер просит что-то сделать, да, вот он этот кадр вот именно так видит. Я не могу понять, как мне это сделать, почему именно так. Мне кажется, что это не совсем правильное решение. Но делают то, что он просит. То, что он просит. Значит, и потом в монтаже вдруг неожиданно понимаю, что он был прав. Именно так и нужно было этот кадр сделать. Очень часто бывает так, что, скажем, я однозначно не согласен с этим кадром или с крупностью плана, или с точкой съемки, но я никогда в жизни не начну очень эмоционально доказывать режиссеру, что это абсолютно неверное видение кадра. Я наоборот, я подумаю, соберусь с мыслями и попытаюсь издалека прийти к своему решению и убедить корректно в этом решении режиссера с тем, чтобы режиссер в это поверил и понял, что эта мысль пришла ему в голову, а не мне. И вот тогда результат получается, понимаете? Вот. И считаю, что оператор должен быть абсолютным дипломатом, потому что режиссер, он может быть эмоциональным, может быть излишне эмоциональным, и даже это кажется иногда чем-то грубым или оскорбительным. Оператор не должен на это обращать
внимание, потому что нужно понимать, что режиссер держит все в своей голове. Это очень тяжело на самом деле. Вот. Поэтому нужно попытаться суметь его понять, услышать. И если вы не согласны, то корректно донести свою идею, что как будто бы эта идея пришла режиссеру в голову. Вот. У меня однажды была история, я не буду говорить, с каким режиссером. Значит, вот мы стоим на точке съемки, значит, и я поставил камеру, поставил оптику, это была кинокамера, кинопленка, выбрал какую-то крупность плана, режиссер, значит, смотрит в монитор или в видоискатель. Нет, это не та крупность, не та крупность. Меняем объектив. Я меняю объектив и отхожу дальше по штативу. Опять смотрит, говорит, нет, не та крупность. Я меняю объектив и отхожу еще дальше. Нет, это все не то, это все не то. Меняем опять. Я меняю опять на предыдущий объектив, штатив идет чуть ближе. Нет, не то. Потом в течение часа мы меняли оптику, и потом, в конце концов, вы не поверите, мы штативом встали вот в те самые дырки на земле, которые были первоначальные, и самый первый объектив. И тогда вдруг мне режиссер говорит, вот это правильный кадр. Вот. Вся операторская группа улыбнулась. Но мы промолчали и просто спокойно туда-сюда ходили со штативом и меняли объективы. Это тоже очень важный момент. Не нужно сразу там с пеной у рта доказывать, что нет, ты ничего не понимаешь в оптике. Вот, нужно спокойно, корректно отработать с тем, чтобы все получилось. Вот. Поэтому, опять же, нужно понимать, что профессия режиссера, она изначально самая сложная, наверное, да, потому что режиссер должен осмыслить литературный сценарий, он должен создать режиссерский сценарий и сделать экспликацию, он должен по всем цехам, службам, которые работают в кино, согласовать все, актеров, костюмы, грим, реквизит, там, обстановочный реквизит, там, мебель какая-то, все держит в своей голове, поэтому ему тяжелее всего, поэтому его нужно понимать и никогда лишний раз не загружать его голову всякой бессмысленной информацией, как то оптика, точка съемки. Ну вот он так видит, окей, туда-сюда побегали и сняли кадр. Вот. Самое главное, чтобы был комфорт на площадке. Это очень важно, потому что кино – это полезная выработка каждую смену, это большие деньги, и мы обязаны как бы выполнять этот план. Но в итоге как бы могу сказать такую вещь, что без оператора ничего на съемочной площадке не произойдет. То есть оператор и осветители, и дольщики, мы приезжаем на съемочную площадку самые первые. То есть я должен выложить панораму, выбрать направление съемки, которое было накануне оговорено с режиссером, это тоже важный момент очень, в работе, в тандеме, вот, и уже потом приезжает режиссер, и мы начинаем репетицию. Но если вдруг оператор опаздывает на съемочную площадку там, на 15 минут, 20 минут, что исключено просто, да, это нонсенс, лучше приехать раньше на полчаса, чем позже на 5 минут. Вот вы опаздываете на 15-20 минут, и никто ничего не будет понимать, что нужно делать. Как рельсы выложить, под каким углом, в какую сторону будет основное направление съемки, какой мы свет ставим, какие фильтры на окна вешаем. Все будут стоять и ждать оператора. Поэтому, конечно же, наша профессия тоже немаловажная. Спасибо, Дмитрий. Вот я даже хочу сейчас чуть-чуть подвести итог, что уже было сказано, потому что, Да. мне кажется, очень такая плодотворная у нас встреча получается. Ответили мы на вопрос, сложная работа или нет.
Я слышу, что сложно, но при этом столько удивительных моментов. И в чем сложность? Да, большая ответственность. Без оператора ничего не получится. Будет черный экран, ничего не выйдет вообще. Вот. Это наука взаимоотношений, как я слышу, да, находить вот эти связи с режиссером, доносить свои мысли так, чтобы режиссера это вдохновляло, потому что вот из-за этой нагрузки, про которую вы говорите, на нем висит за весь процесс киносъемки, да, соответственно, он может где-то, ну, где-то переклинить может режиссера, я по себе знаю, иногда бывает. Вот, и, конечно, иметь рядом не просто коллегу, а друга, который может подойти, поддержать и сказать: слушай, хочешь, мы вот так сделаем? Вот у меня есть такое видение. Вот для меня это было всегда очень важно. И я вот, когда работал на НТВ, у меня был оператор, который мы настолько сработались, что я приходил, читал ему сцену и говорю: я вижу ее вот так. Он говорит: я вижу ее точно так же, только в зеркальном отражении. Я говорю: все, давай делай. И Да. все, то есть все абсолютно детально, по крупности, по расстановке, по движению камеры. То есть он говорит: точно так же, только можно я это зеркально сделаю? Я говорю: если тебе так удобно, давай, мне не принципиально. И если мы читаем биографии известных режиссеров и известных операторов, мы видим, что ну, у каждого практически, у каждого известного режиссера есть свой оператор. И когда ты читаешь их отношения, ты понимаешь, что это не просто коллеги. Они вместе, они сотворцы, они вместе, дополняя друг друга, делают действительно, ну, на мой взгляд, шедевральные вещи. Да? Поэтому наука взаимоотношений, вот эта точность, четкость, безусловно, это большая ответственность. И в этом может заключаться сложность этой профессии. Но также, слушая вас вдохновленно, я понимаю, что она безумно интересная. Видеть Конечно. то, что я, например, как режиссер, я могу в голове видеть, но я не могу это видеть в кадре. И когда вот мои друзья берут камеру, выставляют, и я подхожу и говорю: вот я не знаю, как это объяснить, но я именно вот так это видел. То, конечно, им приятно, и я очень радуюсь, что такая команда. Спасибо вам огромное. Мы продолжим. Я смотрю, на что мы уже отвечали. А, Мгм. На многие вопросы. Вот, у нас был такой вопрос: какие фильмы вы можете посоветовать, да, посмотреть? Я знаю, не знаю, правда это или нет, я знаю, что в мастерских, операторских мастерских, не только в России, я слышал, что и за рубежом, многие операторы учатся на фильме «Летят журавли». Да? Вот так Да, это или нет? я И могу если как... так, то почему? Да, Можете нам... да. Могу прямо вот сейчас как бы дать список фильмов, потом сделать некоторый комментарий. Ну, скажем, начнем с черно-белого кино, да. А, ну, для общего развития хотел бы дать фильм такой, режиссер Лев Кулешов. Это фильм «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков». Это такой черно-белая такая легкая история, снятая почти 100 лет тому назад. Значит, потом, конечно же, идет Сергей Михайлович Эйзенштейн, хотя бы несколько его работ. Это «Иван Грозный» и «Броненосец Потемкин», два фильма черно-белых. Также из документального кино это Дзига Вертов, такие фильмы, как «Человек с киноаппаратом». И, кстати говоря, Дзига Вертов, он, опять же, 100 лет тому назад предсказал, что придет время, когда мы все окажемся в оке кинообъектива. И это время пришло, потому что на сегодняшний день мы выходим из подъезда, мы оказываемся в камере, мы идем по улице, одна камера, вторая, третья, входим в метро, камера, в банк, камера, в магазин, камера, камера, камера. Дзига Вертов в своем фильме значит, предсказывал это почти 100 лет тому назад. Вот как бы это вот из черно-белого кино. К этому можно добавить европейское кино. Это режиссер Ингмар Бергман «Земляничная поляна», конечно же, да. Значит, также можно из классики добавить фильм Альфреда Хичкока «Психе», черно-белое «Психе». Там его знаменитая сцена убийства в душе. Значит,
Причем, когда вы будете смотреть фильм Хичкока «Психе», там в сцене душа он снял лейку душа. Вот, скажем, камера стоит на нижней точке, да, и лейка душа сверху просто льет на камеру, на камеру. Но при этом никакие капли на объектив не попадают. В те годы не было никакой компьютерной графики. Вот вопрос, пусть подумают ребята, как и что придумал Хичкок, чтобы этот интересный кадр снять. Значит, идем дальше по фильмам. Напишите в комментариях, Значит, как вам кажется, что было использовано Альфредом Хичкоком. что было использовано? Он просто сделал Не рассказывайте, макет. не рассказывайте. Пусть они в комментариях напишут. Хорошо. Вот, также из черно-белого кино возвращаемся к нашему великому кинооператору Урусевскому. Значит, это 3 его фильма, обязательные к просмотру. Это «Летят журавли», это «Неотправленное письмо» и фильм «Якуба». Якуба. Вот 3 картины, они все черно-белые. Это потрясающе по изображению, по поэтике. Композиции там. Причем Глубина вот композиции, я тоже когда смотрю, восхищаюсь. Конечно. Причем вот все видели фильм «Выживший», который снял оператор Любецкий. Значит, и, кстати говоря, он как бы сам поляк, закончил польскую школу кино, она считается лучшей в мире и по сей день. Но это не важно, когда он снял фильм «Выживший», значит, то он на презентации давал свое первое интервью. У него спросили вот стилистику изображения этого фильма. Вы каким образом выбрали? На что опирались? На творчество каких режиссеров или операторов? И Любецкий на весь мир ответил, что перед съемками фильма «Выживший» я пересмотрел сотни работ разных операторов. Американских, европейских, азиатских, российских. И выбрал русского кинооператора Урусевского и его фильм «Неотправленное письмо». И за основу, за стилистику изображения фильма «Выживший» он взял именно работу нашего оператора. Поэтому изучать работы операторов, брать что-то для себя, пытаться сделать какую-то копию каких-то кадров, это очень важный момент в процессе освоения профессии. И великий оператор Любецкий, ему это делать не стыдно. И он об этом заявляет на весь земной шар. Значит, 3 фильма Урусевского, да. Теперь, я как бы сейчас не буду перечислять современные фильмы, хотя их много разных, но вот считаю, что как бы вот для освоения профессии и ремесла этих фильмов вполне достаточно. Просто в современном кино фильмов очень много. Ну, к этому списку, конечно же, нужно добавить фильмы Тарковского и оператора Вадима Ивановича Юсова. Это прежде всего Андрей Рублев. Конечно же, это шедевр, это нереально красиво снято. Вот. Это тоже обязательный фильм для просмотра. Это все пока черно-белое кино. Черно-белое. Наверное, допустим, из документальных фильмов я бы посоветовал из современных фильмов. Фильм называется «Человек на веревке» или «Человек на канате», не помню точно. Это документальный фильм про француза Филиппа, который с детства увлекался канатными дорогами и ходил по канату. И у него была цель, идея кинуть канатную дорогу между башнями-близнецами в Нью-Йорке, которых сейчас уже нет, к сожалению. Но он это сделал и перешел по канату без страховки. Вот.
Но это, опять же, документальный фильм. Есть игровой фильм на эту тему, а это документальный фильм. Чем он интересен? Тем, что это потрясающая работа. Там уникально сделаны реконструкции событий, как это сделано, как это показано, как сняты, на первый взгляд, такие примитивные интервью, какая точка съемки, крупность плана, какой свет там был. То есть фильм просто как такое хорошее учебное пособие по разным жанрам в документальном кино. Вот. Ну и список, конечно, можно продолжать. Например, там есть очень, на мой взгляд, интересный фильм. Это «Английский пациент». Это из современных фильмов, где рассказана история протяженностью там в 25-30 лет, что тоже очень интересно, когда это рассказано языком кино. И по поводу списка современных фильмов, как бы я не буду его перечислять, потому что там сотни картин. Вот этот первый список Спасибо. как бы такой основной, Мгм. и для учебных целей будет то, что надо, мне кажется. Да, меня радует, что да, все эти фильмы я видел. Теперь стоит Отлично. еще раз пересмотреть уже с точки зрения мастерства. А, наши участники пишут, пытаются разгадать секрет, который использовал Хичкок в этом фильме. Пишут либо зеркало, вот такое есть мнение, а есть мнение, что это банка, то есть, ну, какое-то стеклянное что-то было, через что он снимал. На самом деле все очень просто. Он сделал макет лейки душа э, в разы больше, чем реальная лейка. Вот. И, соответственно, вот эти отверстия в лейке были сделаны таким образом, что когда шла вода, то они полностью огибали камеру и объектив. То есть он просто сделал лейку там размером в метр Мгм. и снял ее. Все. То есть камера Весь. находилась между струей, получается. Вот они Да, капают да, 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 между. да. Но в кадре нет ощущения, что это лейка огромного размера. Вот и Мгм. все. Вот. Класс. Спасибо вам Секрет был большое. такой. Да. А, я знаю, что у вас есть несколько работ, которые вы хотите нам показать сейчас, да, Да, как примеры съемки и чуть-чуть обсудить их. Вот. Я хорошо. могу передать вам сейчас слово, да, можете показать. Да, значит, ну, я хотел просто сказать ребятам, что в кино мы используем не только прямую съемку. То есть прямая съемка – это съемка с стандартной скоростью съемки или частотой кадров. Это 25 кадров в секунду, либо 24 кадра в секунду. Такая скорость сейчас тоже используется. Вот. И, кстати говоря, Спилберг в своих эпизодах на цифровой камере даже использовал скорость 23,98 кадров в секунду. Это используя вот самую первую как бы камеру Sony Signal 24P, которую он спонсировал и делал разработку в компании Sony Мгм. именно для вот своих фильмов. Так вот, значит, помимо прямой съемки, мы также используем специальные виды съемок. А специальные виды съемок – это у нас макросъемка, когда мы снимаем объект очень близко от камеры в масштабе там 1:1, например, да, это микросъемка через микроскоп. Также это ускоренная съемка, которая называется rapid, либо замедленная съемка, которая называется в кино «Цейтрафер». А сейчас, как бы работая с цифровыми фотокамерами, этот режим называется таймлэпс, то есть покадровая съемка. Вот. И вот как бы используя такие специальные виды съемок, мы их делаем в кино для каких-то поэтичных кадров. Мы можем это использовать как кадр, который кому-то снится, например, да, либо это какие-то фантазии. Вот. И одна из таких работ, у меня такой вопрос, сейчас мой экран виден, да? Рабочий стол.
Да, вот сейчас мы в эфире. Прекрасно. Значит, тогда сейчас я открываю свой диск. Вот специальные виды съемок. Так, ну вот первая работа. Это мой студент Володя Петрушин, как бы он для своего фильма о художниках решил снять, используя специальные виды съемок, какие-то кадры для титров. Для титров. Мгм. Это будет как бы первая история, коротенькая, потом будет вторая история, как бы, да, он сделал подводную съемку, то есть он заваривает чай. Он взял камеру GoPro, опустил ее на дно стакана и стал заливать водой, чаем, сахаром, как бы. И вот что из этого потом получилось. Значит, первый роличек это... Ой, это не то. Сейчас. А почему он открывается так? Не могу понять. Да, вот так. Значит, Мгм. вот первый ролик это поэзия такая. Здесь он использовал обычный лист ватмана, черная гуашь и вода. Теперь подводная съемка с камерой GoPro. Это тоже может быть такой странный такой сон. Что-то кому-то снится. Такой вот, какой-то такой э, ирреализм такой. Сейчас пойдет сахар. То есть на сегодняшний день, используя вот всю эту технику, можно экспериментировать все, что угодно. Любые фантазии реализуемы. Надо фантазировать. Обязательно. И, кстати говоря, тут же оператор снял и свой автопортрет через воду. На память. На память. На память. Так. Вот есть очень одна интересная работа. Называется «Под водой». Это как бы такой ролик сделал студент мой на социальную тему, то есть проблема экологии. Вот что у него получилось. Это тоже такой сон, может быть. Кому-то что-то снится. Подводный мир. Камера GoPro тоже здесь. Вот такая вот рыбка, которая вырвалась на свободу. Вот, значит, еще как бы такой маленький тест. Специальные виды съемок – это и съемка со сверхдлиннофокусной оптикой. И вообще как бы вот сверхдлиннофокусную оптику все операторы используют в любой работе. Телевизионная, киноработа, игровое кино, документальная, реклама. Неважно что. То есть, используя длиннофокусную оптику и сверхдлинную оптику, как бы мы сжимаем пространство, за счет этого мы его трансформируем, изменяем, и то оптическое решение, которое вы при этом получаете, ни один человек на земном шаре в обыденной жизни это увидеть не может. Только оператор может, вот, сжимая пространство, делать оптическое решение и удивлять этими кадрами в своем фильме. Вот сейчас тут такой маленький тест, когда мы сделали съемку одного и того же объекта с объективом 500 миллиметров и с объективом 1000 миллиметров. Вот вы сейчас сравните, каким образом оптика может изменять пространство. Так, интересно.
Смотрим. Вот он, первый кадр. Видите, там сверху титр f500 миллиметров, объектив 500 миллиметров. Вдали в арке стоит девушка. Девушка. Маленькая, сейчас такая маленькая-маленькая. Это липовая аллея. Расстояние от камеры до вот этой арки с девушкой примерно метров 100. Метров 100. Около того. Уже оптика 500 миллиметров, она сжимает пространство, и вот эта липовая аллея, она как бы ствол к стволу и ветка к ветке. То есть такое ощущение, что какие-то заросли, да? А вот следующий кадр будет с этой же точки. Объектив 1000 миллиметров. Посмотрите, что он сотворит. Это 500 миллиметров. А вот 1000 миллиметров. Вот понимаете, это 1000. То есть за девушку вот этот фон, он как такой какой-то ковер, какие-то узоры, да. То есть в жизни мы вот такого кадра, на первый взгляд, простого совсем. Что может быть проще? Средний план девушки на каком-то фоне. Но если мы эту крупность снимем объективом 50 миллиметров, кадр будет очень реалистичный. А 1000 миллиметров, да, вот получается вот такое пространство за ней, да, оно реально нереальное, как будто. Ну, если бы я увидел, я бы подумал, что это хромакей и очень плохой фон. Да. Вот, поэтому как бы такие кадры тоже стоит делать. Очень интересно с такой оптикой, скажем, снимать пробку из машин. То есть она и так пробка, да, а оптика ее сожмет, и будет ощущение, что просто машины толкаются друг в друга. Вот. Теперь хотел вам показать, значит, клип. Показать клип. Просто маленький комментарий. Значит, помимо специальных видов съемок, значит, есть... Ой, стоять. Помимо специальных видов съемок у нас есть комбинированные кадры, а это, в частности, вот кадры все с хромакеем. Они называются комбинированные кадры. И вот задача такая была, значит, нужно было поставить автомобиль рядом с зданием института. Он стоит, не едет. За кузовом машины мы натягиваем за всеми окнами, заднее окно, переднее, боковые, выложили, растянули хромакей зеленого цвета, высветили его. Опять же, в салоне как бы девушка делает имитацию, как будто бы она едет. Создали, используя приборы осветительные, создали вот этот эффект едущей машины по городу, когда водитель попадает там в источник фонарного столба, потом он исчезает, какие-то рефлексы от фар идут и так далее. То есть свет в этом клипе также динамичный, который подчеркивает движение автомобиля. И когда вот эти все разные крупности были сняты с актрисой, то нужно было поехать в город и снять фоны из едущего автомобиля в разные окна, в нужной крупности, чтобы это можно было фоны соединить в масштабе с объектом. Это тоже очень важный момент. Вот. Также хочу отметить, что этот клип был снят за одну смену. То есть с утра оператор снимал кадры в павильоне учебном, потом вечером снял хромакей с машины стоящей, и в эту же ночь поехал и снял фоны под разные крупности планов. Одна рабочая смена. Камера была Blackmagic. Смотрим. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over
everything. They say the time's supposed to heal you. Don't do much healing. Hello, can you hear Вот me? это, да, вот все, где она едет в машине. Живой свет, да, Да. по портрету, да-да-да. I'm California dreaming of how you used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at your feet. Обратите внимание, что вот сейчас в кадре сам оператор и автор этого клипа, он же был и режиссер этого клипа. Видите, какой он интересный свет сделал для себя, используя трубочки Кинофло. Есть такой прибор осветительный Кинофло, и там могут работать все трубочки, да, трубки, а можно их вытащить, и они будут работать по одной. То есть он сделал себе такой круг из Кинофло и по фону тоже повесил трубочки Кинофло. Очень такое интересное решение по свету получилось. There's such a difference between us, and I'm in your mind. Hello from the other side. I must have got those inside. Вот у меня вопрос, Дмитрий. Да. Ну вот вы сейчас рассказали, это павильон, потом накладывание графики, снять это. Может быть, просто выйти на улицу и сесть в машину и снять девушку? То есть почему, объясните, вот в каких условиях именно к этому нужно прибегнуть? Вот именно почему-то только так. Да, сейчас скажу. Понимаете, все дело в том, что очень часто мы в кино снимаем хромакей с автомобилем. По какой причине? Конечно же, можно посадить актера за руль. Есть система обвеса для автомобиля, это автогрипп, система из труб, вакуумных присосок, когда мы можем поставить камеры, приборы, там, ну и так далее. И как бы актер едет с обвесом, с камерами и работает. Но вот как бы не было странно, даже на сегодняшний день не все актеры, даже мужчины, водят машину, и это у актеров очень часто. Плюс к этому, вот представьте себе, во-первых, актеры, если у него сцена эмоциональная в машине, а он должен на скорости ехать, он никогда в жизни за руль сам не сядет, потому что мало того, что ему нужно рулить и соблюдать правила движения, он еще должен работать как актер. У него должна быть какая-то эмоция, может быть, там какой-то эмоциональный разговор по мобильному, или он в переживаниях. Вот, поэтому повсеместно мы снимаем хромакей, при этом в кино это делается проще, просто машина загоняется в хромакейный павильон, скажем, на Мосфильме он 600 метров павильон, со всех сторон кей, вот, ставится свет, и работаем как бы сцену с машиной. Именно по этой причине операторы обязаны, значит, уметь снять вот такие кадры. Здорово, спасибо, что вы рассказываете. Действительно, писала Наталья в комментариях о том, что вы прям нас пускаете в такую внутреннюю лабораторию, и я в очередной раз ощутил ценность того, что вы не только оператор, вы еще и педагог, да, что вы нам так вот рассказываете то, что происходит, это здорово. Знаете, какой вопрос спросили? Вот когда вы работаете с хромакеем, с альфа-каналом, вы используете Adobe After Effects или, может быть, есть еще какие-то программы, предназначенные для этого? Что вы советуете студентам? Или это выбор студентов? Вы знаете, программа может быть... Ой, какое-то эхо пошло. Программа может быть любая на самом деле, потому что можно и в Final Cut кейть, и можно в After Effects кейть. Тут как бы неважно, какую программу вы используете, важно соблюсти соотношение по количеству света. Это объект-фон, да? То есть вот у нас, скажем, есть
объект, актер, да, и есть кейный фон. Вот это соотношение по количеству света объект-фон, это очень важный момент. Плюс к этому хромакей должен быть идеально ровно натянут, чтобы на нем не было складок. И когда мы работаем его светом, то световой поток должен падать фронтально на кейный фон, никоим образом ни сбоку слева, ни сбоку справа, ни снизу там, и так далее. Фронтально, с тем, чтобы максимально убрать вот эти вот мелкие складочки, чтобы не было никаких там теней и полутеней, и максимально ровно, равномерно, вернее, его высветить. Тогда на постпродакшене кейть будет очень удобно. Вот этот важный момент на самом деле очень. Да, я понял, спасибо. Ну, работа с хромакеем, безусловно, это и кропотливое дело, даже потом в самом производстве. Скажите, знаете, еще такой вопрос, Дмитрий. Сейчас я зачитаю его. Это нам в чате, Да. в наш Телеграм участники писали о том, что кадрирование, мы уже затронули с вами эту тему, вы говорили, да, по поводу кадра, вот для меня было важно про линии вот этих вот наших пересечений, что не по ним, а между, да, между, как это правильно, между суставами компонуем кадр. Нельзя. Да. Ниже сустава или выше сустава, да. Да, вот это важно. А можем мы приоткрыть с вами вообще значение кадра? То есть какой кадр, какая в нем... Почему я должен в данный момент включить крупный, да, а не общий, например? То есть вот с этой точки зрения саму идею кадра раскрыть. Ну, саму идею кадра раскрыть. Ну, конечно же, когда у нас происходит диалог двух героев, то мы снимаем, как правило, несколько крупностей в одно направление, несколько крупностей в другое направление. И, как правило, как бы мы делаем эти крупности сквозным треком, то есть прописываем всю сцену на каждую крупность, для того, чтобы потом режиссер имел возможность в монтаже в момент какого-то эмоционального перехода в разговоре, да, дать вот ту самую крупность для того, чтобы подчеркнуть вот ту эмоциональную составляющую, которая в данный момент происходит в кадре. И, конечно же, на крупном плане это состояние будет читаться правильнее, и воздействие на зрителя, особенно на киноэкране в кинотеатре, будет безусловным. Это как бы вот первый момент, когда мы используем крупность. Потом, опять же, используя крупность, мы можем менять и точку съемки. Ну, например, да, когда мы входим в кабинет начальника, начальник сидит, значит, да, подчиненный стоит. И вот тут мы можем использовать, допустим, нижнюю точку на подчиненного с точки зрения взгляда начальника и, наоборот, как бы верхнюю. То есть, если мы хотим подчеркнуть как бы вот какую-то дистанцию между ними, то есть мы это делаем и изменением крупности плана, и точки съемки. То есть можно взять стандартную точку съемки, тогда как бы они почти общаются. Да. Беседа на равных идет. Да. А можно, используя крупность плана и меняя точку съемки, подчеркнуть как бы, что между ними не то чтобы конфликт, но какая-то дистанция. Можно, да, вот таким образом подчеркнуть. Да, действительно, подчиненный, да. Если его снимать сверху, он кажется как бы, так вот, более беззащитный, что ли, да, в то время, когда снизу снимаешь человека, ты его возвышаешь, ты наоборот создаешь. Видите, какие? Это уже прям конкретные лайфхаки, дорогие друзья, запоминайте, пожалуйста. То есть, если вам в сцене важно показать вот именно статус, да, например, папа пришел в комнату, заходит и говорит: так, давай дневник.
Все, мы можем сверху показать Да, да, да. ученика, сына, Есть, который да, протягивает, и естественно, папу да, снизу, да, который естественно. стоит над камерой. И все уже понятно. И актеру даже не нужно уже чрезмерно играть какую-то агрессию или так далее. Может спокойно Да, да. сказать жестко, а мы уже камерой подчеркнули. Видите, какие нюансы? То есть оператор — это не только тот, кто умеет владеть техникой и правильно выстроить. Это тот, кто еще чувствует вот это вот настроение, что сейчас происходит в сюжетной линии с персонажами, с действием сюжета. Конечно, конечно. Спасибо вам. У нас, кстати, был второй вопрос, как раз тоже посвящен вот этой тематике. Молодая студия. Сейчас я тоже его зачитаю. Наша студия в маленьком городке, как и многие другие, я думаю, не имеет масштабного финансирования и отличной аппаратуры. Тем не менее, мы хотим снимать так, будто это снято не одной камерой. Практикуем раскадровку, смену ракурса, разные планы, но все это с одной камерой. При этом теряется живость и натуральность кадров в плане игры актеров и ведущих. Им надо прерываться для смены плана. Иногда пишем по 2 одинаковых дубля на разных планах, чтобы потом сделать один из нескольких. Есть ли определенные советы, как, имея одну камеру, сделать все прилично и красиво, в том числе по свету и по звуку? Да, конечно. Ну, начну с того, что то, что у вас одна камера, это не так страшно. Самое главное, чтобы у этой камеры было несколько объективов, и при съемке использовать оптику с разным фокусным расстоянием. Но, опять же, подчеркну, вот у вас есть одна камера. 90% фильмов снимается на одну камеру. И там, скажем, там 3-5-минутная сцена будет сниматься целую смену рабочую, а смена это в нашей стране 12 часов, значит, и при этом, да, мы будем снимать общие, средние планы, крупные планы, сверхкрупные, детали, какие-то перебивочные планы для монтажа. И все это будем делать через стоп, то есть сняли одну крупность, стоп, поменяли оптику, вторая крупность, потом поменяли направление съемки и так далее. Вот. И когда мы снимаем такие сцены в одну камеру, то понятное дело, что сам съемочный процесс удлиняется. И если в кадре не профессиональные актеры, что тоже накладывает свой отпечаток, то возникают потом проблемы в монтаже. Потому что профессиональный актер, он всегда в сцене, во всех дублях сделает одно и то же движение руки, тела. То есть на слове «я не хочу» он возьмет ложку, например, да, а не на слове «потом», да. И, то есть, и если в разных дублях он ложку берет в разных местах, вы уже эти кадры не смонтируете по действию. Поэтому, конечно, используя одну камеру, это не страшно. А вот чтобы актеры повторяли во всех дублях движение и текст в одном и том же месте, это очень важно для монтажа последующего. Вот. Ну и, соответственно, хочу как бы также отметить, что, допустим, да, какие преимущества и плюсы, когда мы снимаем сцену в одну камеру. Если мы, допустим, снимаем диалог двух героев, используя две камеры, то у нас нет возможности поставить вот такой высокохудожественный портретный свет, потому что приборы некуда будет прятать приборы. Если это павильон, и мы имеем систему подвеса света, да, то там проще работать с двух камер. Но если это натура, интерьер, то как бы свет при работе с двух камер будет попроще. Работая в одну камеру, меняя точки съемки, мы всегда можем приборы передвинуть и спрятать. Поэтому на сегодняшний день в мире режиссеры поделились как бы на две категории. Кто-то хочет снимать с двух камер, кто-то с одной камеры и до сих пор. Потом еще такой момент, я не думаю, что на сегодняшний день какая-то большая проблема купить вторую камеру, тем более можно ее взять
юзанную, через интернет, опять же, купить старенькую, не новую, она будет вполне совместима как бы по разрешающей способности с новой камерой. И опять же, это все вопрос постпродакшена, можно немножечко все это выровнять. Поэтому имеете одну камеру, не страшно, просто ваш съемочный процесс будет там, я не знаю, в 3 раза дольше идти, но самое главное иметь несколько объективов, чтобы можно было снимать портрет, общий план, средний план. Вот это важный момент. Вот. И опять же, когда вы работаете с одной камерой, то, как правило же, вы используете какую-то петличку для звука, либо используете какой-то бум на выносе. Значит, опять же, работая в одну камеру, звукооператору с тем же бумом будет работать проще, чем если у нас 2 камеры, потому что если 2 камеры, то это, как правило, 2 бума и 2 петлички, либо какая-то система подвесных микрофонов. Наверное, как-то так. Да, спасибо большое, Дмитрий. Если позволите, я тоже чуть-чуть добавлю, так как методы съемок, здесь и режиссер непосредственно тоже принимает участие. Я вот в этом вопросе еще услышал такой момент, и часто молодые начинающие кинопроизводители сталкиваются с этим, и даже студенты на первом курсе, мы тоже с этим столкнулись, что приходят студенты и рассказывают, как это было долго, как это было мучительно. Мы спрашиваем, почему у вас актер вот в одной фразе так, потом в другой. Разное настроение. Сцена одна, а настроение у актера разное. И они начинают рассказывать, как они снимали по раскадровке. Так вот, дорогие друзья, раскадровка вам нужна для того, чтобы вы предварительно увидели эту сцену у себя в голове. Вы расписываете ее, да, что вот на этой фразе он встал, пошел, мы на общем плане его проводили, он пришел, сел, взял стакан, мы включили крупный план. Эмоционально в раскадровке вы прописываете всю сцену, чтобы понять для себя, какие планы вам нужно снять. Но это не значит, что вы каждую фразу снимаете только в этом плане. Как сказал Дмитрий, да, у нас есть мастер-план, это вот общий. То есть, например, вы начинаете с него, вы отсняли всю сцену на общем плане. Вот, как он пришел, сел, кто-то еще подошел, они поговорили. Если у вас есть возможность сделать, чтобы этот общий план двигался, добавить какого-то движения, если позволяет пространство, если позволяет задумка это сделать, тоже очень хорошо, когда легкая панорама идет или еще что-то вы используете, движение в кадре. А потом уже, как говорит Дмитрий, вы начинаете на этот мастер-план нанизывать то, что вам нужно. Сняли крупный план одного актера, он всю сцену проиграл, например, ну, на среднем, да, вот он сидит за столом, вы его проиграли, и ему легче, потому что, ну, будучи актером, я понимаю, что как только ты в сцене, есть в сцене, например, такой пик, и вот чтобы к этому пику подойти, нужно немножко назад откатиться. То есть нужно сцену начать, набрать и сыграть этот пик в сцене. Но если вы его каждый раз тормозите, а потом в какой-то момент выставили крупный план и сказали, а теперь давай мне кульминацию сцены, то он не сможет ее сыграть вот живо, по-настоящему, вот так. Ему как, ну, опять надо сначала проиграть, чтобы накопить и выдать это. Поэтому раскадровка вам очень пригодится до съемок, чтобы вы увидели сцену и поняли, что вам делать на съемочной площадке, какие планы снимать. А на монтаже вы еще раз к ней вернетесь и увидите, как вам смонтировать. И, возможно, что-то в раскадровке поменяется, потому что, когда вы увидите живую сцену, вы увидите, что эту фразу актер сыграл так, что я не могу ее не показать крупно. Потому что там глаза работают, там в этом. И у меня, хоть у меня и стоит там средний план, я беру и укрупняю это, потому что я заранее снял это все и на крупном плане, в том числе всю сцену или какую-то часть сцены, очень важно. И тогда, я согласен с Дмитрием, очень многие, кто сейчас снимает на одну камеру, это дольше, безусловно, дольше, и в то же время я вижу, что возможностей больше. Когда 8-кой снимаем в 2 стороны, то и тяжело работать с картинкой. Вот я вот так вот обратил на это внимание, потому что у тебя нет возможности выставить такой свет интересный. А когда в одну сторону, то есть возможность его поставить, красивый ракурс, задний, контровой фон. Правильно я говорю, Дмитрий? Поправьте меня. Вот, кстати говоря, по поводу 8-ки, хочу просто маленький роличек показать. Это, опять же, студенческая работа, которая делалась одной камерой, но, как бы, учитывая то, что
Сейчас восьмерка, сейчас. Вот это, по-моему, да, работа. Она коротенькая, но вы обратите внимание, что когда мы работаем, опять же, одной камерой, то у нас есть возможность со светом поработать по-разному. Такая шутка. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle. Ну, вот такая вот, как бы, такая маленькая зарисовочка, да, но опять же мы имеем, работая в одну камеру, если нормальная подготовка, то, в принципе, можно за смену сделать нормальную выработку. Можно. Да, спасибо большое. Друзья, время уже 7:30, мы 1,5 часа наши прошли встречи. Очень много еще, что хочется сказать. Сейчас я увидел вот в последнем ролике детали, в них хочется погрузиться, насколько важны детали в съемках. Хочется также спросить еще технически, очень много вам вопросов задать. Есть один вопрос, который в чате повторился, Дмитрий, ну раз 7, если я не ошибаюсь, я краем глаза следил. Сколько зарабатывают операторы? Видимо, на данный момент это очень актуальный вопрос. Отличный вопрос. Ну, я могу сказать, что, ну, во-первых, по московским меркам, на сегодняшний день после снятия карантина продюсеры стали опускать ставки операторов примерно процентов на 30. Да, и в игровом кино, и в документальном рекламы сейчас нет вообще никакой, уже давно, значит. Но если идти по телевизионным каналам, оператор, который снимает новости, у него вилка идет от 35 тысяч до 80 тысяч рублей российских в месяц. А вилка это что? Ну, вилка имеется в виду от 35 и до 80. Да. Вот. Опять же, когда вы только пришли на телестудию снимать новости, это будет 35 тысяч, это максимум российских рублей. Вот. Потом со стажем как бы ставка будет подниматься. Но опять же, вы за эти деньги на телестудии новости снимаете не каждый день, а вы работаете там, скажем, 2-2. 2 дня работаете, 2 дня дома. Как-то так. Вот. Но на всех телекомпаниях по-разному. А вот то, что касается кино, то здесь как договоритесь. Тут важны взаимоотношения вас и режиссера. Взаимоотношения режиссера с продюсером тоже играет роль. Опять же, играет роль ваш статус, ваши работы, которые вы сделали до этого, да. И опять же, ваша ставка, о которой, возможно, знают продюсеры, за какие деньги вы работаете. Но опять же говорю, что здесь как вы договоритесь. Можно работать с посменной оплатой, там какая-то сумма денег в смену. Можно работать на зарплате в месяц, можно работать на аккорде, да, когда просто вот есть проект, есть вот такая сумма, которую там ты получишь за эту работу. Согласен? Работаем. Нет? Значит нет. А вот конкретно в кино какие ставки, опять же, они самые разные. Ну, допустим, там, ну, это может быть, там, я не знаю, там, от 10-15 тысяч рублей в смену оператор может получать, работая в кино, и до бесконечности. Все зависит от того, какого уровня оператор. Но опять же,
все эти деньги, они идут по контракту, мы все имеем, сейчас в кино имеем ИП свое, вот, и заключаем с продюсером договор на ИП, и на ИП переводятся деньги, с которых мы платим все налоги. Это как бы уже лет 15, так, наверное. 15, вот так. Вот, так что в ИП иметь очень удобно, потому что если оператор на ИП себе оформил упрощенную форму налогообложения, то он платит 6% налог. И это удобно и продюсеру, и оператору. И ИП сейчас есть у всех киношников, у режиссеров, у актеров, да, у операторов, у художников, у всех. Поэтому осваиваем профессию, получаем ремесло, творим, потом открываем ИП и начинаем активно зарабатывать деньги. Спасибо большое, да. Дмитрий. А вы сегодня сказали для меня одну из важных вещей про наставничество, про мастера, учителя, которому обязательно каждый из нас должен найти. Неважно, в какой профессии мы хотим развиваться, главное, чтобы был тот человек, который может с нами делиться своим опытом и корректировать. Скажите, пожалуйста, вот последний такой вопрос. Ребят, можно ли как-то будет дать ваши контакты, чтобы наши молодые участники могли к вам обратиться за советом или какой-то поддержкой, чтобы вы поделились своим опытом с ними? Ради бога, пожалуйста, у меня есть скайп, у меня есть электронная почта, без проблем. Вы тогда мне пришлете, хорошо, и я в чат отправлю. Да, хорошо. Спасибо вам большое за эту замечательную беседу. Действительно, говорить можно много, говорить можно долго, потому что для меня это целый мир. Мир глаза режиссера – это огромный мир, в который хочется погружаться. Я искренне надеюсь, что это не последняя наша встреча, что на следующих фестивалях вы сможете приехать к нам, и мы сможем лично так посидеть в большом зале, посмотреть много хороших фильмов, обсудить их, и самое главное – вместе что-то придумать и вместе что-то сотворить под вашим руководством. Спасибо большое. С радостью. Спасибо с вами. Мы еще не прощаемся. Мы надеемся, что на просмотрах, кинопросмотрах вы сможете к нам присоединиться. Да, спасибо большое. И всем удачных кадров и удачной профессии, потому что в кино работать очень интересно. Класс. Все. Друзья, на сегодня наши встречи закончились. Мы можем продолжить общение в чате. Пожалуйста, переходите туда. Будем продолжать узнавать друг друга, знакомиться, стараться отвечать на ваши вопросы. А завтра в 10, правильно? Завтра в 10:00 нас ожидает встреча с Мариной Таргаковой на тему «Как понять свое предназначение», где мы поговорим о том, что движет нами. И я думаю, что и тему идеи мы тоже раскроем там глубже, и таланта в том числе. Спасибо, не прощаюсь с вами, до встречи в чате.